Друзья, всем привет! Меня зовут Тата Козырева, я управляющий партнер образовательной компании Eruditus. Презентация вебинар будет на английском языке, но, пожалуйста, не переживайте, будет последовательный перевод на русский язык. Travel and tourism is an industry that has been revolving and evolving in the last 60 years only. What is travel and tourism? It's kind of a multi-sector industry. Итак, что же такое сфера гостеприимства и туризма? Да? Развивается она уже на протяжении 60 лет, но включает в себя огромное количество секторов, которых мы сейчас с вами с ними познакомим. Here we go, 4 sectors in the front of you, hotels, restaurants, event management. That is one of the fastest growing sectors in travel and tourism. Recreation, entertainment. These are only 4 sectors that are growing very fast in our business. Итак, отели, рестораны, кейтеринг, мероприятия, индустрия развлечений. Все это входит в индустрию именно гостиничного бизнеса, и все это является одним из тех направлений, в которых можно, в принципе, стартовать из карьеры. Not only that, here are 3 more sectors. Airline business, tour and travel trade, that is another big sector, online and offline. And then VIP services. Travel and tourism is full of glamour. Rich people, they travel in style. Private jets, limousines, marketings. And support services, banks, finances, big buildings, logistics. All these are part of travel and tourism. Это и перевозки, турагентства, туроператоры, богатые люди путешествуют с стилем, с шиком, поэтому VIP-обслуживание абсолютно на всех уровнях. И, конечно же, еще один из секторов — сопутствующие услуги, то есть все то, что помогает всем 7 секторам до этого поддерживаться. Well, why should you consider career in this industry? Few reasons. We should take away what is happening in these days. What is happening these days is really one-off time. We will never face this again. But in normal days, and these days will come very soon, travel and tourism is one of the fastest growing industries. It's growing in good time and bad time as well. And time will tell what will happen afterwards. Итак, почему же стоит рассмотреть именно нашу сферу? Начнем с первого. Начнем с того, что одна из самых быстро развивающихся сфер, да? То есть абсолютно ежегодно ее прирост, он растет. Безусловно, это то, что здесь всегда нужны новые специалисты, она достаточно трудоемкая. Индустрия карьерных возможностей и, конечно, идентичных стандартов. It's an industry that is labor intensive. It takes a lot of people to work in our business. Worldwide, we have over 300 million jobs. It's an industry that puts you in the top in a very short time. You could be a top manager in a very short period because it's growing fast. And it's a global industry that has identical standards worldwide. So you can see the world, you can travel from country A to country B and settle down in country C maybe. 300 миллионов человек, порядка 300 миллионов человек трудоустроено именно в этой сфере. И именно здесь вы можете, в принципе, в течение 5 лет получить кресло топ-менеджера. Поэтому здесь перспективы роста достаточно высоки. И, конечно же, то, что стандарты в разных странах, они идентичны здесь, да, когда особенно мы говорим именно об этой индустрии. But in the meantime, it needs certain qualities. If you have certain abilities, certain talents, you could be part of this industry. Number 1, it needs languages. Do you like languages? Do you speak languages and you are hungry to learn more languages? Непосредственно, конечно, здесь немаловажно то, что вы должны обладать определенным набором талантов и навыков для того, чтобы быть здесь максимально эффективными и успешными. Первый вопрос. Владеете ли вы иностранными языками? Одним иностранным языком или несколькими языками? Okay, let's find out. So if you speak 2 languages and you're listening to me right now, put number 2. Давайте выясним уже сейчас. Если вы говорите на 2 языках, да, поставьте цифру 2 сейчас здесь в чате. Well, we need English and Russian as well, and Ukrainian too. Нам нужен как английский, так русский, так и украинский, почему бы и нет? Well, again, yes, I see some numbers right here.
2 languages. Two. Well done, Sofia. Great stuff. Отлично, отлично. Now, if you speak 3 languages, put number 3. Oh, I see people right now putting number 3 too. Да, если говорите на 3 языках, ставьте цифру 3. Oh, we see people putting Yulia put 4. Great Someone stuff. put 0 and a half. Да, кто-то поставил... Someone put 5. Wow. 5, 4. Супер, отлично, отлично. Okay, so if you speak languages, you're hungry for more languages, believe me, this industry can be for you. Ну что ж, тогда если вы говорите на нескольких языках, и вы действительно хотите использовать это все максимально, то, безусловно, поверьте, эта индустрия именно для вас. Well, number 2, it's about people. We call it the people industry because people work with people. Do you like working with people? If you like working with people more than machines, more than number, put me number 1 here. И здесь очень важно любить взаимодействовать с людьми, работать с людьми. Поставьте единичку, если вы любите работать больше с людьми, чем, например, с компьютерами. Поставьте нам единичку, тоже нам важно знать нашу аудиторию. Excellent. Отлично. Wonderful. Отлично, супер. Great stuff. Right. So again, it's about people. If you have such talent, then consider this industry. Number 3, this is about high energy industry. It takes a lot of energy in our business because our business is open 24/7. So people will work longer hours than other businesses. Здесь очень важно быть действительно максимально энергичными и трудоспособными людьми, потому что здесь нужно работать намного больше иногда, чем может быть стандартный 8-часовой рабочий день. You'll be working longer hours than normal hours. If you think about 8 hours a day, well, we're going to work longer hour than that. So if you think you can work 8 or 9 or 10 hours a day or even 14 hours a day, put me this number. Put me the number of hours you could imagine you could work per day. Итак, Мэгди предлагает нам поставить цифру, какое количество часов, как вы думаете, вы могли бы работать в сутки, да? Это не просто стандартный 8-часовой рабочий день, это может быть 10-часовой рабочий день, 11, 12, иногда 14 часов. Поставьте ту цифру, которую вы бы, например, были бы готовы уделить вашей карьере мечты и работе в этой сфере, достаточно трудоемкой сфере, действительно. 25 hours. Wow, Jelena. Ничего себе. 16 hours a day. Oh my God. Ukrainians are tough people. They can work. Вау, украинцы действительно трудолюбивый народ. Вау. Excellent. That's it. So this industry is high energy. If you think you can put a lot of energy, you can stand and you can really be on your feet all the time, then consider this industry. Wonderful. I'm still looking and seeing those numbers. Вау, я слежу за вашими цифрами, и это, конечно, это крутые цифры, действительно очень классный результат. Then the last criteria, it's about show business industry. It's like Hollywood. If you like presenting yourself, if you can communicate with people without being shy, then consider this business. This is really for us interesting because Ukrainians are very proud people. They are charming and nice looking, and they're hardworking. That's why it's a very popular industry among Ukrainians all the time. Нашу индустрию можно сравнить с Голливудом. У украинцев с этим проблемы нет, они действительно могут себя презентовать, у них есть навык самопрезентации, правильной подачи себя, поэтому, безусловно, здесь тоже важно уметь находиться и быть в центре внимания и располагать к себе людей. Education is actually a means to an end. You don't want education. You want to get what the education will give you. That is what we say. If you plan a global career, you need a global education that puts you for your dreams. Switzerland is one of the countries that are claiming that we can prepare you for a global career in travel and tourism. Why Switzerland? Because we are known to the world, we are rated number 1, because our education is about hands-on and learning experience, working and studying and working all the time. Безусловно, образование здесь можно рассматривать как одну из возможностей воплотить в
все свои таланты и воплотить ту мечту в получении международной карьеры. И почему стоит рассматривать образование именно в Швейцарии? Да? Во-первых, потому что Швейцария известна мировыми стандартами качества, а во-вторых, это уникальная система швейцарского образования, которая дает возможность работать во время обучения и зарабатывать реальные деньги. Switzerland is in the center of Europe. Europe is in the center of the world. So you could really travel around the world. Ukraine is in the center of the world as well. So you are having the same location. You don't need to go at the end of the world to start your global career. We are one of the safest countries in the world. Even we have some COVID-19 now, but we are really one of the safest countries for mamas and papas. And you can earn money during internship. One of the highest paid students around the world, and we teach you a second language. You study in English, but we teach you German and French on the top. It's a passport for the world after you start your global career. Возможность путешествовать по всей Европе, потому как Швейцария находится в центре Европы, Европа находится в центре мира, отсюда вывод, Швейцария находится в центре мира. Одна из самых безопасных стран в мире, даже несмотря на коронавирус сейчас, мы обязательно с этим справимся, да, но однозначно одна из самых безопасных стран, поэтому мама и папа могут не переживать по поводу своих детей. Оплачиваемые стажировки, как мы уже говорили, гарантированные оплачиваемые стажировки студентов. И, конечно же, знание еще одного иностранного языка, потому как английский не является официальным языком Швейцарии, да, немецкий, французский, итальянский, возможность выучить еще один язык, а, как говорится, еще один язык – это как еще один паспорт в вашем кармане. Well, these are our students. They come from all over the world, 95 nationalities. Ukrainians are very popular among our student population, of course. Итак, порядка 95 национальностей представлено студентов в нашем университете. We are located in this beautiful city called Lucerne. If you have been to Switzerland already, put me number one. I want to see. Наш университет находится в прекрасном городе Люцерн, который самый туристический город Швейцарии. Пожалуйста, если вы были в Швейцарии, поставьте-ка циферку 1 нам здесь в чат. Нам интересно узнать, были ли вы у нас или нет. Okay. Not really. Anyway. No, we have. have. Why, Katrina, well done. Galina is being there. Wonderful. Vitaly, Anastasia, Maxim. Okay. Well, a lot of you here. Wonderful stuff. Switzerland is not far away, and I love to take Ukraine Airlines MAU just 2.5 hours, and you are there. So lots of people have been to Switzerland. Glad to see that. Amazing town. Some people even been to Lucerne. Отлично, рады слышать. Wonderful. We are again downtown campuses. All of our buildings are very modern facilities in the center of the city. Итак, наши кампусы находятся в самом центре нашего прекрасного города Люцерн. Facilities, practical, computer lab, language lab, always at the disposal of our students. Инфраструктура нашего вуза, компьютерные лаборатории, классные комнаты, как видите, полностью оборудованные. Service classes, it's learning by doing in our restaurant. И здесь у нас проходят практику студенты непосредственно по service, одному из наших предметов, наши рестораны, которые прямо на базе университета находятся. Sommelier class, wine is very important component in our industry. Уроки сомелье, потому как вино является неотъемлемой частью нашей сферы, нашей индустрии. Culinary arts is very important department in our institute. Очень мы любим студентов факультета кулинарных искусства, потому как видите, они практикуют именно, да, свои шедевры на кухне. Professors, we come from all over the world, 60 professors from 25 nationalities, and all of us have years of experience in this business. Более 60 профессоров, которые представлены с огромного количества стран. Что немаловажно, это то, что у них у всех есть опыт работы в нашей сфере, значит, они непосредственно могут с вами поделиться реальным опытом, реальными знаниями. We guarantee internships to students and we guarantee them placement upon graduation. We work with big boy companies. We find them jobs in Europe, in the US, in Asia, all over the world, and we get them to settle down immediately after they finish with us.
Наша компания Masterworks, компания, которая находится на базе нашего университета, гарантирует нашим студентам стажировку во время обучения. И что же мы делаем с ними после выпуска? Как видите, порядка 90% наших выпускников трудоустраиваются в течение первого года после получения диплома. We work with the chain hotels all over the world, airline business, event management companies, luxury businesses all over the world. Мы, как вы видите на этом слайде, это все только часть наших партнеров. Вы видите здесь известные сетевые отели, всемирно известные бутики, конференц-центры, банки и не только. Это все те компании, с которыми мы сотрудничаем и которые трудоустраивают наших выпускников. We have success stories of our graduates from Eruditus, and here they are, Margarita. Итак, давайте же теперь расскажем вам истории успеха наших студентов. Давайте с ними познакомим. Маргарита Леонова, студентка, которая приехала на программу MBA, магистра бизнес-администрирования. У нее было 2 стажировки, как видите. Сначала она была Guest Relations в Кемпинский Эмират Паласе в Объединенных Арабских Эмиратах. После этого ее пригласили стать executive управленцем по маркетинговым и коммуникациям в Катаре в сети отелей Rotan Hotel. И на сегодняшний день она является assistant director по маркетингу и коммуникациям в 5-звездочных сети отелей, которые находятся в Абу-Даби, в Садиат Ротана Resort и Villas. Хочу рассказать про Маргариту, о том, что на самом деле сеть отелей Кемпинский в 2014 году, получается, приезжала в университет BHMS. Каждый год они, в принципе, это проводят, у них есть карьерный день, на который выбирают лучших студентов. И ой, какая прелесть, я знаю Маргариту, в одном городе жили, прекрасно. Так вот, отбирают лучших студентов. 15 студентов отобрали на этот карьер-дэй, среди них была и Маргарита. Все 15 получили контракты от отелей. Как видите, как раз вот Кемпинский Эмират Палас был одним из них. Так, поехали дальше. Megri, I'm gonna take over the presentation so I can show the following slides. Thanks. Итак, Чанан Гуген, еще одна наша студентка, которая поступила на программу бакалавриата по глобальному бизнес-менеджменту, прошла 3 стажировки. Она, несмотря на то, что она украинка с украинским паспортом, у нее вьетнамские корни, как вы догадались, да, поэтому, да, первая стажировка у нее была в Швейцарии, но после у нее была стажировка в отеле Хаят во Вьетнаме и потом в Объединенных Арабских Эмиратах даже. Да, на сегодняшний день Чана является управленцем Sales Executive, то есть управленцем по продажам. Есть такая сеть 5-звездочных отелей во Вьетнаме, которая включает в себя 3 или 4 отеля, очень легко можете их прогуглить, Win Pearl Resort. Вот именно этой сети отелей она является полным управленцем по продажам. Да, она вьетнамка по национальности, конечно, как догадались, да, Чан Ангуен ее зовут. Дима Машинец, он у нас закончил программу MBA по глобальному бизнесу. У него было 2 стажировки, одна из них в Таиланде на фронт-офисе, вторая была в Дубае. Он был revenue менеджментом. На сегодняшний день он является управленцем по продажам Fairmont Grand отеля в Киеве, но помимо этого у Димы есть даже свой сейчас стартап, который он запускает. Кстати, его легко найти в Фейсбуке, вот, поэтому очень мы Димой гордимся. И ждем от него его продолжение по его сейчас даже личному, даже бизнес-проекту, который у него есть. Анечка Воблая. Аня у нас поступила на программу кулинарного менеджмента, закончила ее в 2015 году. Она прошла 2 стажировки, одну из них на кухне одного очень известного ресторана в Си-Хотель в Швейцарии. После ей предложили контракт в Соединенных Штатах Америки, в 5-звездочном курорте Брэдмор Resort, Колорадо. Она там работала помощником шеф-повара. Чтобы вы понимали, в этой сети отелей проводились конференции НАСА и многих еще других очень известные мероприятия. 250-300 человек, да. После того, как она там год отработала, ей дали очень крутую рекомендательное письмо, и на сегодняшний день ее пригласили. Она является Head of Kitchen Operations в сети итальянских ресторанов Italy. Есть такая сеть, это и рестораны, и магазины по продаже итальянских продуктов, по кулинарии, очень крутая сеть отелей в самом Торонто в Канаде. Right, I take over from you, Tatya, now. Yes. Education, internship are integral
in Switzerland in DGMS, so you cannot study without internship. Internship is paid, that is according to Swiss laws. Nothing is for free in Switzerland. You'll be earning per month 2,200 Swiss franc. Swiss franc is like dollar, $2,200 per month. Well, that is before paying taxes and living expense. After paying this expense, you get about 1,500 per month. In a 6 months period, you'll be earning net salary of 9,000 francs, $9,000. Стажировка является обязательной частью обучения в Швейцарии. Без нее вы не получите в конце диплом. Именно поэтому не просто стажировка, но оплачиваемая стажировка. Да? На протяжении 6 месяцев, которые вы работаете во время учебного года, в среднем, то есть, точнее, минимальная ставка, которую получают студенты, 2212 швейцарских франков, из которой вычитается сумма за налогов, оплаты проживания, питания, и чистыми, назовем это так, вы получаете 1500 франков, что, в принципе, делает ваш фактический доход за полгода этой стажировки 9000 швейцарских франков. Give you a job around the world, so that is our commitment. Swiss education is like a platinum key that opened the whole world. If you stay in Switzerland, that does not have much value. That's the reason why we give you a job around the world.